Привет, дорогие друзья! Приглашаю вас посмотреть мое новое видео. Это видео посвящено нашей поездке. Там я рассказывать буду о том, как можно отдохнуть у океана самым-самым дешевым для вас способом. Так что приятного просмотра! Вот здесь мы заезжаем Океана Дюн Кэмпграунд. И сейчас мы весь его объедем. Вы увидите, что это небольшой кэмпграунд, ну или кемпинг по-русски. Вот здесь главный въезд. С правой стороны вы можете видеть трейлеры, RV-трейлеры и машины, уже припаркованные. Слева за дюнами находится океан. Буквально метров 20, может быть даже в некоторых местах 50 метров, в некоторых местах 20 метров находится океан, очень близко. Здесь мы проезжаем, и уже с левой стороны здесь находится лагуна, которая и называется Океано. И вот они, парковочные места. У каждого места вы можете видеть пикник-стол и место для костра, которое можно использовать под барбекю. Это офисное здание, здесь же находится, но оно работает в определенные дни, в определенные часы. Все вы бронируете онлайн, оплачиваете все онлайн. Люди очень приветливые. Местечко, надо сказать, очень такое тихое и спокойное. Здесь мы уже гуляли по тропе. Называется хайкинг. И выходим с этой тропы. И вот так выглядит кемпинг. Дорожка, как вы можете видеть, вокруг лагуны вымощена. Такая асфальтированная дорожка, по ней легко и хорошо гулять. Отделена большими-большими камнями от проезжей части. Некоторые места еще были свободны. И вот мы подходим, например, к парковочному месту номер 20. И вот именно в этом месте у вас подключаются электрические кабели. А с обратной стороны вы подключаете воду. 2 крана. Воду, кто еще не знает, в Калифорнии вода чистая, воду можно пить из-под крана и не бояться. Здесь мы подходим к такому небольшому строению. Это у нас туалеты и душевые комнаты. Здесь находятся 2 большие раковины. Очень удобно мыть продукты, посуду мыть. Горячая и холодная вода. Раковины очень большие. Здесь же у вас мусорные баки везде стоят. Вот 4 туалета. И я вам покажу примерно, как выглядят эти туалеты. Такой большой. Туалетная бумага обязательно в американских туалетах. Но вот именно в этих туалетах не было, знаете, еще такие бывают бумажные накладки на унитаз. Ну вот
Конкретно в этом кемпинге такого удовольствия не было. Но была нормальная, хорошая туалетная бумага. Обходим с другой стороны. И там мы находим с вами душевые кабинки. Несмотря на то, что в основном люди приезжают сюда с RV-трейлерами, которые уже оснащены душевыми. Мы, например, пользовались нашим душем. Ну, кто хочет, может воспользоваться душем здесь. Они открыты, но для того, чтобы включить воду, вам нужно купить специальные такие жетончики, которые называются токен. На самом деле это очень удобно, особенно если вы искупались в океане, то прийти сюда можно и обмыться. Это питьевые, так называемые фонтанчики. А сейчас мы с вами подойдем к местечку, где при необходимости вы можете купить токены, специальные монетки для душа. И вот это место. Shower Tokens называется. И вот здесь расписано, что вы можете 2 токена за $1 купить и 3 минуты 1 токен. Это вот наш автомобиль новый, очень мощный, большой. Мы специально брали такой, чтобы попробовать RV-трейлер. И у нас RV-трейлер самый-самый большой. По-моему, около 10 человек можно жить в таком трейлере. Это вот так называемый backyard, то есть задняя сторона. И вот здесь я вам просто показываю, как оно выдвигается все из трейлера. А это вот уже фронт-ярд. То есть вот эта половинка была наша, та была не наша, а вот это наша. И тоже вот здесь выдвигается все. Сейчас я вам покажу, как выглядит этот огромный RV-трейлер внутри. Мы его взяли в аренду. Взяли такой огромный, по-моему, мы платили 160 что-то $3 за сутки. И решили попробовать самый большой, потому что 160 тоже стоила аренда долларов в сутки за более меньшие размеры. Поэтому мы решили, ну, брать так уж брать. И вот здесь вы видите такая комната. Мы только одежду там раскладывали. Вот здесь находится туалет за этой дверью. Комната. Внизу 2 человека могут спать при необходимости. На верхней полке 1 хорошо умещается. Размеры такие, как полуторки. Дальше идет комната, кухня. И по ступенькам поднимаетесь. Здесь спальная комната. Кровать. Самый большой размер King Size. Ну, показываю вам, что оснащено все шкафами. Поскольку я свое белье застелила, я туда сложила белье, которое было на кровати. Удобно очень было спать. Раковина. За этой дверью туалетик. А за стеклянной дверью это душевая кабинка, которой мы вот и пользовались. Мы не ходили в душ, который в кемпграунде. Мы своим пользовались. Но если вы едете большой компанией, то, может быть,
удобно. Дальше вот мы идем вдоль лагуны гулять. И если с 1, по-моему, по 42 место у вас с RV-трейлерами, то с 42 по 80... Так, сейчас. По 80, с 43 по 83 это у нас продолжение кемпинга, но уже палаточного. Стоимость в этом палаточном кемпинге за сутки вы платите только $10. Это, по-моему, самый дешевый вид отдыха. Если наш кемпинг вы оплачиваете в сутки, что-то там такое в районе $65 в сутки, то здесь всего 10 с палаткой. И тоже есть душевые, туалеты с горячей водой, с холодной водой, электричество есть, вода есть, все есть. Оснащены они точно так же. Здесь я вам показываю вот эту красивую лагуну, которая называется Океано. В ней и рыба водится, и птицы какие-то прилетают, и животные вокруг живут. Где-то идет вымощенная дорожка, где-то вот такая гравийная дорожка идет. И вот женщина, например, набирает воду. Это вот тот кемпинг с палатками. Здесь вот вымощенная дорожка красивая. Везде таблички идут, которые показывают, вот видите, название «Океано Дюн». Какие птицы, какие животные. Здесь вот даже показаны бобры. Довольно много людей было на обоих, в обоих кемпингах, так скажем. Но были и свободные места. Очень хорошо все организовано. Аккуратно, там, где вот помойку, мусор складывать. Рыба, которая водится в лагуне. Можете видеть, я вот знаю сама, которая на самом дне. А здесь тоже я остановилась, чтобы заснять вот эту скамейку. Ну, кролики, они у нас везде, кролики бегают, прыгают. Их очень много везде. Они, кстати, очень маленькие по размеру. Их размер, наверное, в 2 раза меньше, чем домашние кролики, поскольку это дикие кролики. И вот мы обходим, гуляем по дорожке. И изучаем таблички. Ловить рыбу здесь можно. Вам нужно только приобрести на год. Вы приобретаете, называется fishing license, то есть право на ловлю рыбы на одну удочку. Здесь есть черепахи красноухие. Природа очень красивая. Но обратите внимание, вот природа в Калифорнии, какая природа. Скамейки были огромные, на них даже можно было спать. А здесь очень интересно. Вот верхний домик большой, это скорее всего для соколов, для ястребов. А маленький вот этот домик, это Bluebird, Western Bluebird, или, как она называется, западная сиалия. Очень красивые голубые такие птицы, у нас их много здесь. И вот очередная скамейка, кто устал, можно присесть, прилечь, отдохнуть. И можно изучить
живность. Видите, и бобры, и еноты, и скунсы, и я даже не знаю, лиса это или кто. А вот здесь я вам показываю очень интересное растение. Ядовитый дуб. Даже касаться листочков не рекомендуется, иначе у вас появится на коже зуд, который очень-очень долго не проходит. И похож он на малину, и растет он рядом с малиной. Тот, кто не знает, может по ошибке дотронуться и получить большой сюрприз. И вот очередная такая информационная панель. Насекомым посвящено здесь уже все. У некоторых деревьев были таблички. Очень даже интересно посмотреть, как называются какие-то деревья. Western Sycamore, западный сикамор. Кому интересно, посмотрите в интернете, что это за дерево. Ну, это дерево часто встречается в Калифорнии. Такие интересные, очень как бы мясистые махровые листья. Дальше мы поехали недалеко. От нашего кемпинга находится знаменитое на весь, я не знаю, на весь мир местечко, в которое прилетают бабочки. Бабочки-монархи. Самая большая зимняя колония в США. Вход бесплатный, но поскольку мы были там в мае, бабочек там уже не было. Они там находятся с ноября по февраль. Так что, кому интересно, можете приехать. Парк такой маленький, но деревья там огромные. Вообще в Калифорнии таких вот вековых огромных деревьев очень много. Это эвкалипт. И вот мы идем через мостик, гуляем. Еще один кемпинг по пути нам встретился. Есть кемпинги, которые стоят подороже. У них более интересная локация может быть. И может быть бассейн внутри. Поэтому и их очень много, этих кемпингов. И цены, вот как я вам сказала, за палаточный кемпинг $10, где-то $20, где-то $40. Наш кемпинг был $65. Есть подороже. И бронируют люди, как правило, за полгода до поездки. Очень популярный вид отдыха. Намного получается дешевле, чем вы проживаете у океана в гостинице. Гостиницы будут дорогие. Там $350. Это дешево будет. А так и 450, и 500, и выше. А здесь вы, самое главное, что вы находитесь прямо у океана. Самая первая линия у океана. Плющ показываю. У некоторых это как комнатное растение растет в домах. А здесь у нас вот малина, плющ, дикорастущие. И вот вдоль дюн идут такие дорожки. Вы можете из любого кемпинга, кемпграунда, вы можете просто пойти гулять по такой дорожке и прийти в Пизмо-Бич. Протяженность пляжа несколько километров. По-моему, в одном из видео я об этом говорила, километров 17. И по пляжу настолько приятно ходить, чистый, очень белый песок. В мае еще было прохладно. В зимние месяцы там прохладно, поэтому надо такую теплую одежду брать. Вот пока мы едем по дороге в сторону Пизмо-Бич, вы можете видеть, сколько RV-трейлеров.
И где-то они продаются, где-то это кемпинги вдоль дороги. Поэтому часто, когда вы в Калифорнии, да и вообще, мне кажется, в Америке, во всей Америке, на дороге вы видите, как люди едут, и у них сзади машины RV-трейлеры. Вот видите, с левой стороны еще парк, кемпграунд, даже не парк, ну или парковочное место. Какие прекрасные дороги в Калифорнии, надо сказать, посмотрите на эту разметку. Вот это мне очень нравится. Ну и здесь уже высаженные пальмы. В основном-то деревья, вот очень много эвкалиптов высажено, очень много пальм. Но на самом деле я нашла информацию о том, что есть местный вид пальм, называется веерная пальма или вашингтония. А все остальные там деревья, как эвкалипты, привезены из Австралии, а пальмы в основном привезены с островов. Кстати, на тот пляж, рядом с которым были мы, вот это уже Пизмо-Бич начинается. Там можно выехать на машине, там разрешено. Вот здесь на пляж, в самом Пизмо-Бич, вы можете подъехать близко к пляжу, но на пляж вы не сможете выехать. Здесь вот мы проезжали, ошиблись немножко поворотом, и вот вдалеке виден пирс. А нам нужна соседняя улица, потому что мы приехали в знаменитое кафе. И вот мы развернулись и поворачиваем на нужную нам улицу. Как вы можете видеть, слева и справа в основном это гостиницы, рестораны, магазины. И мы едем с вами в знаменитое кафе, которое называется Splash Cafe. Самый-самый вкусный суп клэм чаудер. Иногда они продают свои супы в замороженном виде, в пакетах. Можно купить в магазине Костко. Мы как-то брали, и действительно вкус один в один. Но прелесть вот именно этого кафе вы можете взять в хлебе. Хлеб у них тоже очень вкусный. Сами они его не пекут, они, скорее всего, заказывают этот хлеб какой-то компании. Вот так оно выглядит. Мы с вами сейчас туда зайдем. Людей было не очень много, потому что мы были, так скажем, не в выходные. С левой стороны у нас цены. И не только можно клэм-чаудер, там и салаты можно, и сэндвичи заказывать, все, что хотите. Но в основном люди сюда приходят именно покушать супчик. И вот два вот таких супа с хлебушком нам обошлись в $30. Серединка вырезается, обжаривается и наливают вам горячий-пригорячий супчик. Это очень вкусно. Мы ездили в этот кемпинг с нашими друзьями. И 2 дня наши друзья играли в гольф. Они у нас такие заядлые гольфисты. Мы играем в гольф, но мы начинающие гольфисты, поэтому мы не пошли играть с ними в гольф, а мы поехали в местные винодельни. Посмотрите на эти прекрасные виды этой винодельни. Округ называется Сан-Луис-Обиспо. Ну, вот мы посетили несколько виноделен, попробовали вино. Какое-то вино мы купили. И вот примерно вам покажу сейчас комната, где тестируют вино.
Вот этот парень симпатичный нам как раз давал дегустировать, рассказывал про вино. Бочки стоят, упакованное вино. Мне у них понравились такие картины интересные на стенах. Кто первый раз на винодельне, тому, конечно, это очень интересно. Кто 101 раз, тот уже примерно знает, что можно ожидать. Tasting flights right there. What do you guys make here? We make a lot of really like kind of high acid, like dry whites, and then we Okay. also make a lot of Pinot. Я вышла на улицу, и у них, как пример, посаженные виноградные лозы. Очень интересно посмотреть, потому что на сам виноградник вас не пустят. Вот. А так посмотреть, как лоза растет. Насколько я знаю, лоза вот первый год это первый ствол, потом второй год, и на третий год на веточках уже выращивают виноград. И каждый год вот эти ветки, которые трехгодичные, их обрезают, на следующий год новая лоза вырастает. Картины очень часто вы можете видеть, вот в Калифорнии, по крайней мере, на стенах зданий. Их поддерживают в очень хорошем состоянии. Мне очень нравится. Pismo State Beach – это вот именно тот пляж, я вам показываю, который был рядышком с нами, на который можно выехать на машине. Пляж очень чистый. Вдалеке я вам показываю сам городок Pismo Beach, и вы видите машины, которые выехали. Мы, конечно, тоже выехали на машине, но, ребята, не на каждой машине можно выехать на пляж. Вы можете там застрять. Поэтому будьте, так скажем, бдительные и для начала изучите как следует свою машину. Пляж Pismo Beach, он интересен тем, что там, по-моему, каждый день отливы и приливы. Очень-очень такие большие. Вот здесь вы видите сырой песок, протяженность такая пляжа, был отлив. Потом, когда прилив, то воды намного больше. Домики стоят вдоль берега. Домики эти стоят от 1,5 миллиона. Это самый-самый скромный будет стоить домик. Но все-таки дома продаются, потому что есть желающие их купить. И вот мы гуляем. Вот эти раковины, они и называются клэм. Вот именно из них изготавливают суп клэм-чаудер. Но вот эти раковины конкретно были маленького размера. Дальше я вам покажу. Такие специальные есть измерители. Это у нас морской еж доллар сэнд называется. Рачки. Вот такие рачки, которые чайки охотятся на них, потому что у них довольно мягкая поверхность, и они питаются этими рачками. А здесь я нашла медузу. Медуза, интересная такая медуза. Название я вам напишу. Их очень много выбросила на берег. Кстати, моллюски, вот эти клэмы, вы можете, если у вас есть право на год на ловлю рыбы, вы совершенно спокойно можете отловить себе моллюсков. 10 моллюсков, по-моему, разрешается на одного человека. И ловить их надо выкапывать из песка во время отлива, заходить подальше. Как только можете вы зайти подальше, и вот там в песке люди их выкапывают. Вот такие раковины, это mussels. Они очень вкусные в чесночно таком масляном соусе. Сливочное масло, много чеснока. Их когда запекают, готовят, они очень вкусные. Такой даже томат, туда много томата добавляют.
Одно из моих любимейших блюд здесь, в Америке. Водоросли так выбрасывает, но не так много. Это уже останки от крабиков. Это уже чайки здесь поработали, чайки пособирали. Здесь я вам показываю, сколько мы заплатили. 61,82. Это вот стоимость Fishing License на год. И вот такое приспособление в любом магазинчике Pismo Beach вы можете его купить. И вот здесь вы измеряете размеры моллюсков или вот раковин, которые вы можете взять с собой. Мы тоже купили один, потому что мы нашли только 3 таких больших моллюска. Мы их взяли с собой. И муж мне приготовил, я попробовала. Могу вам честно сказать, что вариант Clam Chowder Soup – это самый вкусный вариант этих моллюсков. Просто жареные. Они уже, конечно, напоминают этот вкус, но это не так вкусно. И вот такие вот волны в Pismo Beach. В основном они почти каждый день. И люди чем занимаются? Рыбалкой, гольфом, бассейны, хайкинг, наблюдают за птицами, за бабочками. Ну и, конечно же, серф. Серф, ребята, очень-очень популярен в любое время года. Для этого одеваются специальные, так называемые мокрые костюмы. Мы с друзьями вот километры наматывали вдоль. Там воздух такой чистый, знаете, морской. Несмотря на то, что водоросли немножко, конечно, выбрасывает на берег, но запаха вот такого неприятного нет. Очень чистый, свежий воздух. За этими птицами наблюдать одно удовольствие. Где-то вот можно даже найти в определенный период года вы можете встретить и родителей, и птенцов, и за ними вообще смотреть очень интересно. Как птенцы крыльями выпрашивают еду, еще сами не умеют находить. Хотят, чтобы родители их кормили, а родители пытаются их учить, как находить себе еду. И посмотрите, какие потрясающие пейзажи, какой огромный пляж. Песок настолько плотный, да, вы можете на машине въехать осторожно, но мы, кстати, на нашем пикап-траке, поскольку он очень тяжелый, колеса не очень широкие, мы там застряли, нас вытаскивали. А так вот люди бегать любят. Здесь я показываю реальные, настоящие кости от какого-то динозавра. А здесь мы уже приехали в городок, который называется Арройо-Гранде. Погулять, сходить в ресторан. Ну, тоже рестораны и магазинчики. И вот нас вытаскивают. Обратите внимание на этом пикап-траке, какие широкие колеса. Вот он, конечно, не застрянет. А мы... И он, возможно, он не такой тяжелый, как наш. И у нас не оказалось с собой даже троса. У этих парней там, слава богу, были тросы, они помогли нам вытащить наш трак, мы выехали на берег. Я всегда любуюсь пеликанами у Тихого океана. Их всегда там много, и они тоже такие забавные. Я очень люблю за ними наблюдать. Летают они так, голова, поскольку очень тяжелая. Вы же знаете, что у них вообще-то длинная шея. Но когда они летают, они голову кладут себе на плечи и летят. После этого случая мы купили свой собственный трос. Положили
в машину на всякий случай, если нам придет такая идея выехать на пляж еще когда-нибудь. Хотя необходимости такой нет. Но был такой очень холодный денек. Муж у меня, как и все американцы, очень закаленный, ходит в футболке, а я готова была шубу надеть. И вот они планируют. Вот такой вид серфинга, видите, как с крылом, что ли, назвать. Это вот серфингисты плавают. Дальше мы поехали в городок Авила. Вот здесь на карте я вам показываю. Мы находимся здесь, и мы едем... Здесь Пизмо-Бич, а мы едем вот сюда на пирс. И на этом пирсе, в городке Авило, находится ресторан с морепродуктами. И там же находится вот такая точка, специально сделана такая конструкция для морских львов. И они очень любят там отдыхать. И издают они такие специфические очень звуки. Когда морские львы где-то поблизости, вы не ошибетесь, потому что вонь стоит страшная. А здесь вот, видите, как они туда... Ну, видимо, был прилив. Во время прилива они туда улеглись и отдыхают. Наелись, потому что забраться на такую высоту, вы сами понимаете, они не могут. Это был прилив. Вот такой классный пирс. Ну, когда-то его использовали, когда и рыбу ловили, корабли подходили сюда, выгружались. Разборки идут, разборки. Но они здесь молодцы. Плотненько так улеглись друг на друга, греют друг друга. Один хотел найти местечко, но... Видите, помахивает лапой своей, но его не пускают. Еще и похлопывает там как будто. Похлопывает, говорит, пустите меня. Никто его не пустил. Там он еще плывет, товарищ. Проголодается, полезут в воду, и местечко освободится. А пока все сытые, все хотят просто отдыхать. Тоже наблюдать за ними очень интересно. И вот это уже последний день, точнее, мы уже все собрали, свои вещи. Вам показываю конструкцию, кто еще не видел. Вот так крепится RV-трейлер. И мы приехали на такую площадку, где сливаются все стоки из вашего трейлера. Вы оплачиваете $10. Все вот это оборудование, оно входит в ваш трейлер. Вам просто нужно сюда приехать, оплатить с карты $10 и подключить все. И вот сюда, в эту дырку, через шланг большой, вы сливаете всю воду, которую вы израсходовали.
Это душ, туалет и на кухне. Если вы что-то мыли на вашей кухне, то вот так вот вы и сливаете. Все очень просто, все очень удобно. Но мы пока еще свой RV-трейлер не купили. Пока еще думаем. И вот мы выезжаем из Pismo-Beach. Центральная, так скажем, главная улица Pismo-Beach. Кто там бывал, тот вспомнит. Интересные можно машины встретить. Вот слева голубенькая старенькая машинка едет. Это коллекционный такой экземпляр. Американцы очень любят старинные машины. Обратите внимание, как люди одеваются. В Pismo-Beach летом жарко, ну так скажем, тепло и комфортно, но вот, так скажем, когда с сентября по май, по конец мая будет довольно прохладно. И погода, вы видите, какие вот облака, такая облачность. Солнышко мы в эти дни почти не видели там. Ну и океан, поскольку холодный, то всегда нужно в Pismo-Beach брать теплую одежду. Иногда бывают очень теплые деньки, а иногда так прохладненько. Вот такой замечательный у нас получился отдых. Я хочу сказать спасибо большое всем, кто посмотрел мое видео, и особенно тем, кто поддержал меня лайком и написал свой комментарий. И до встречи в следующих моих видео. Всем желаю хорошего настроения, удачи и пока!